О золоте ходит много легенд и мифов. До сих пор в Германии находят то клады с золотыми слитками Третьего рейха, то пустые хранилища. Есть несколько версий того, куда исчезло золото и где его искать. А было ли золото? Есть расхожая версия о том, что Германия полностью растратила награбленное в последние годы войны. Якобы поэтому золото — мифология. Однако доподлинно известно, что не просто готовились к краху. С помощью награбленного золота они собирались продолжить борьбу и после окончания Второй мировой. Именно поэтому Мартин Борман объявил золото неприкосновенным запасом Рейха. И этот запас к концу войны эксперты оценивают в 400-500 миллиардов долларов. Что в него вошло? В 1938 году захватили золотые запасы Австрии, Чехословакии и Данцинга. А позже золотые запасы Бельгии, Нидерландов, Дании, Франции, Польши. Историк Александр Мосякин в своей книге «Ограбленная Европа» приводит данные, что только из банковских отделений Советской было вывезено 3 вагона с золотом. К этому надо добавить частные банки, тысячи ювелирных магазинов, церковные ценности, коллекции музеев и самые жуткие доходы Германии — украшения и зубные коронки узников концлагерей. Только Освенцим позволил обогатиться на 8 тонн золота. Золото узников концлагерей. Первые переговоры с американскими спецслужбами прошли в 1943 году в Берне. Отдел В управления СД «Аусланд», возглавляемый Вальтером Шелленбергом, представил рейхсфюреру СС Гиммлеру доклад о тайной встрече принца Макса Эгона фон Гогенлоя с руководителем УС США Алленом Даллесом. Считается, что переговоры окончились ничем, но возможно, что именно тогда нащупали каналы, по которым позже смогли вывести золото из Европы. Ситуация обострилась в 1944 году. Осенью с востока на запад пошли эшелоны с ворованным золотом. Например, в Будапеште был сформирован эшелон из 80 вагонов. 38 вагонов были набиты драгоценностями узников концлагерей. В декабре эшелон двинулся по маршруту Веспрем, Фертебос, Вена, Зальцбург. До конца марта 1945 года поезд простоял на границе с Австрией, а затем до 11 мая блуждал по Австрии, пока в тоннеле под Зальцбургом не попал в руки американцев. Львиная доля награбленного досталась США, кое-что вернули Венгрии, например, корону Святого Стефана, но слитки американцы оставили себе. 38 вагонов с драгоценностями узников концлагерей тоже прилипли к рукам американцев. В 1948 году генерал Марк Кларк отказался возвращать вагоны, сославшись на то, что происхождение золота доказать невозможно. Удобная позиция, особенно если учитывать, что Венгрия в этот момент находилась под влиянием Советского Союза. Дальнейшая судьба золота неизвестна. Исчезнувшие поезда. В горах Австрии исчез не только этот поезд. Сюда вывозили золото из подвалов Рейхсбанка, тысячи тонн золота и платины, килограммы бриллиантов из Бельгии и СССР. 31 января 1945 года по предложению министра финансов Германии Вальтера Функа было решено эвакуировать золотой запас Имперского банка. Поезд номер 277 с 24 вагонами золота вышел из Берлина в Оберзальцберг и опять пропал. На железнодорожной станции близ курорта Батаузее было доставлено 120 тонн золота Муссолини, 100 тонн золота хорватского диктатора Павелича, 50 тонн платины казачьего корпуса СС, изумруды словацкого диктатора Тиса. Возле озера Альдзее теряются следы 3 вагонов золота советской. У города Батаузее теряются следы золота, вывезенного из Румынии. Также исчезли тонна золотых червонцев татарского легиона СС и Дель-Урал, бриллианты гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера и 200 килограммов золота эстонских эсэсовцев. Зато доподлинно известно, что Хорст Фульднер вывез в Аргентину 400 миллионов долларов. А 17 августа 1945 года на субмарине Ю-977 в Аргентину было вывезено золото на 3 миллиарда долларов. После войны американцы нашли только 5-ю часть сокровищ Рейха. Во всем виноваты банкиры? Но, может, все эти вагоны — обманка? А все выведено через банки? Нет. Летом 1944 года пытались перевести в Аргентину, Перу и в Чили 10 миллиардов долларов золотом и платиной через швейцарские банки. Но это оказалось технически невозможно. Есть версии, что к исчезновению золота причастна итальянская мафия. Историк Герхард Заунер считает, что к этому приложил руку ватиканский епископ Алоизо Худаль.
Он сочувствовал, имел связи с Каморрой и мог помочь вывести золото. В 1946 году это стало известно британцам, и союзники даже пытались обыскать монастыри Ватикана, но их туда не пустили. Возможно, к пропаже золота имел отношение испанский диктатор Франко, единственный из диктаторов, оставшийся у власти после 1945 года. Известно, что вскоре после разработки плана Маршалла из Испании в США в качестве залога под кредит рекой потекло золото, маркированное Рейхсбанком. Поиски золота. В августе 1945 года Потсдамская конференция постановила, золотой запас Германии должен быть поделен между СССР, США, Британией и Францией. В 1946 году союзники создали трехстороннюю комиссию по реституции собственности. Работала комиссия долго, но нашла золото только на 60 миллионов долларов. До 1997 года удалось найти 329 тонн золота. Известно, что золото хранилось в банках Турции, Португалии и Аргентины, но банкиры отказались делиться данными. В 1995 году Всемирный еврейский конгресс обвинил швейцарские банки в хранении золота Третьего рейха. После проверки всех счетов, начиная с 1934 года, нашли золото на 2,5 миллиарда долларов. В 1997 году швейцарские банкиры были вынуждены выплатить 270 миллионов франков фонду Холокоста. Представители СССР в трехстороннюю комиссию по какой-то причине не вошли. В 1945 году МГБ СССР начало собственное расследование. Операция по поиску золота получила название «Крест». Ее целью было выяснить историю перемещения не только золота Рейха, но и золота царской России. Однако после смерти Сталина операция «Крест» была прекращена. В январе 2000 года в Калифорнийском суде началось рассмотрение иска к Банку Ватикана, который обвинялся в том, что в годы Второй мировой войны помог спрятать часть золота. За годы войны похитили в банках оккупированных стран золото на сумму свыше 500 миллионов долларов, более 7 миллиардов долларов в нынешних ценах. На сопоставимую сумму было ограблено и население этих стран. Однако к концу войны колоссальных золотых запасов в Германии так и не нашли. Тайна золота уже 75 лет влечет искателей сокровищ, которые до сих пор ищут его следы то в польских туннелях и шахтах, то в швейцарских и ватиканских банках, то на дне австрийских горных озер. Польские тайники. Весьма популярным местом поисков золота является Польша. Еще в послевоенные времена польскую армию нередко привлекали к поискам оставленных тайников и кладов. А с 2015 года в Силезии ведутся поиски золотого поезда, согласно легенде. В начале мая 1945 года бронепоезд, груженный золотом, вышел из Вроцлава, но до соседнего Валбжиха не доехал. Предполагается, что золотой бронепоезд был укрыт в одном из замаскированных тайных горных туннелей, который затем был запечатан и надежно скрыт от любопытных глаз. Помимо приблизительно 300 тонн золота, в бронепоезде остались драгоценности и ряд предметов искусства. Летом 2015 года была снаряжена масштабная экспедиция, которая выбрала место поисков, основываясь на признаниях некоего пожилого, признавшегося перед смертью, что был свидетелем тайной операции. Однако за 4 года поисков никаких следов золотого поезда найти не удалось. Никаких свидетельств существования этого состава в архивах не сохранилось, и многие исследователи считают его мистификацией. Однако данная версия отчасти базируется на аналогичных случаях, действительно происходивших в реальности. Речь идет о венгерском золотом поезде. В конце войны состав из 46 вагонов, в которых находились награбленные у венгерских евреев ценности — золото, валюта, драгоценности и даже ковры — отправился из Венгрии в Берлин транзитом через Австрию. В итоге до Германии он так и не добрался. Капитулировали, а поезд был остановлен союзниками неподалеку от Зальцбурга. Ватикан. Банк Ватикана неоднократно подозревали в том, что часть золота могла быть укрыта в нем. Осенью 1946 года Госдепартамент США получил от казначейства секретный отчет Т.Н. Отчет Бигелоу. В нем со ссылкой на данные спецслужб сообщалось, что в последние дни войны часть золота, размещенная в одном из швейцарских банков, была переведена в Банк Ватикана. Кроме того, существовали серьезные подозрения в том, что в Банке Ватикана хранилось еще и золото, награбленное усташами, хорватский ультраправый режим, союзный. В частности, по данным американских спецслужб,
Во время войны один из хорватских офицеров вывез из Швейцарии в Рим несколько грузовиков, груженных золотом. В январе 2000 года в Калифорнийском суде началось рассмотрение иска, поданного от имени жертв Холокоста и пострадавших от действий усташей. На протяжении нескольких лет иск то отклонялся, то вновь принимался в производство. В 2011 году иск был окончательно отклонен. В Банке Ватикана категорически отрицали какую-либо связь с золотом. В качестве одного из аргументов там ссылались на то, что крайне негативно относились к католичеству и не имели серьезных связей с Ватиканом. Озеро Топлицы. Глубокое, около 400 метров, озеро в Альпийских горах Австрии издавна считалось одним из возможных мест, в котором укрыли свое золото. Труднодоступность озера и его большая глубина делали его идеальным местом для того, чтобы спрятать то, что не должно быть обнаружено. Тем более, что на протяжении войны озеро было спецобъектом, к которому не имели доступа простые смертные, поскольку там проводились испытания новейшей техники. В 50-е годы искатели сокровищ обнаружили на дне озера несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, а также печатные станки и другое оборудование. Деньги оказались фальшивыми. В годы войны немцы в больших количествах печатали фальшивые доллары и фунты и затем сбывали их через специальных агентов в разных точках света, чтобы навредить экономике воюющих стран. За несколько месяцев до своего краха утопили в Топлице все имевшиеся деньги и оборудование фальшивомонетчиков, чтобы замести следы. С этого момента Топлице стало одним из самых популярных мест у искателей сокровищ. До сих пор на озере время от времени работают специально снаряженные экспедиции, однако никаких следов золота пока обнаружить не удалось. Подводные лодки. Пользуется большой популярностью версия, согласно которой золото НСДАП вывозилось в Южную Америку на подводных лодках. Наиболее часто золотыми считают две подлодки — Ю-534 и Ю-977. Обе направились в Аргентину в первых числах мая 1945 года. Первая из них была подбита сброшенной с самолета глубинной бомбой возле Ютландии. Правда, большая часть экипажа спаслась. Вторая благополучно добралась до Аргентины. Предполагается, что на этих лодках перевозились золотые слитки для правительств латиноамериканских стран в качестве компенсации за приют беглым. Либо эти деньги предназначались непосредственно для обустройства беглецов на местах. Однако экипажи обеих подлодок всегда отрицали перевозку золота. По их словам, они направились в Аргентину, опасаясь попасть в советский плен и решившись укрыться в Латинской Америке. В 1986 году были установлены точные координаты утонувшей подлодки Ю-534. В связи со слухами о золоте, один из датских миллионеров за свой счет профинансировал работы по подъему судна. Однако ни одного золотого слитка на лодке так и не нашли.